Люди очень боятся ремонтов. Особенно ремонтов в Грузии. И, в принципе, наверное, правильно делают, что их боятся. Но мы для того, и компания Georgia Pride Investment, что мы работаем со всеми страхами, в том числе со страхами ремонта, мы их рассеиваем. И сегодня мы как раз в одной из таких квартир, о которых мы хотим поговорить более детально, более подробно. Здесь мы делали ремонт не под сдачу в аренду, не под продажу, а для себя, для нашей семьи. Это квартира для нашей мамы. И поэтому здесь, конечно, мы вложили вообще всю свою душу, все свое сердце, силы, деньги и нервы. И что у нас получилось, смотрите в этом видео. А меня зовут Галина Дмитриева, и я основатель компании Georgia Private Investment. 8 лет я в рынке недвижимости, из них 6 на рынке недвижимости Грузии. Вообще у этой квартиры очень интересная история. Ее приобрела покупательница дистанционно, она не находилась здесь, в Грузии, и оказалась в довольно сложной финансовой ситуации, и у нее была срочная продажа, ей нужно было как можно быстрее избавиться, выйти в кэш из этой сделки. Мы, наверное, просто каким-то чудом, наша семья оказалась рядом, мы увидели объявление о продаже этой квартиры, встретились, посмотрели, мы знаем этот дом на Абашидзе от компании HomeSite, их первый проект, и он на хорошем счету в городе, управляющая компания работает, в подъездах чистота и порядок, все довольны, все счастливы. И вот мы зашли в эту квартиру, здесь был черный каркас. Дело в том, что здесь уже были выставлены кое-какие перегородки, но фактически, когда мы зашли, стало понятно, что тот вариант расстановки стен, он вообще нам не подходил, то есть он был какой-то не очень логичный. Здесь было 2 спальни, все пространство было покусано на такие маленькие зоны, это было очень некомфортно, непонятно. Заходим, с левой стороны санузел, децл. Заходим дальше, упираемся в стену. Это спальня номер 1. Тут должна была быть кухонная зона. В той комнате мы уже с вами были. Это гостиная. Так, тут выход на балкон. Пам. И спальня. Мы решили все переделать, то есть фактически весь этот белый каркас мы сначала вынесли, все вот эти стены и перегородки, и потом уже нарисовали новый дизайн-проект и реализовали то, что вы сейчас здесь видите. Я изначально искал квартиру с отдельной спальней, с большой кухней-гостиной. Это была задача, это было техзадание моей мамы. Вот, все здесь планировки, все знают, в Батуми однокомнатная квартира это 45-50 квадратных метров. Это мало. Если там еще балкон 10 квадратов, то получается внутри очень мало. Поэтому я искал квартиру 55+. И вот нашел квартиру, которая всего 67 квадратов, и в ней было, по-моему, 7 метров балкон. И мы, за счет того, что мы сломали стену между кухней и одной спальней, и съели у балкона 2 квадрата, у нас получилось внутри полноценных 64 квадратных метра и 3 метра балкон. Что такое белый каркас? У вас разводка электрики разведена, но, допустим, разводка была разведена по диагонали. Представьте себе, идет силовой кабель у вас по стене под углом 45. И это все заштукатурено. Вы можете не знать, что там идет кабель. И в какой-то момент вы будете там вешать картину на стену и вобьете гвоздь в этот провод. Поэтому я рекомендую всем покупать в новостройках в Батуми квартиры в черном каркасе. Это на старте вам сэкономит денег. То есть вы можете прийти к застройщику, вам скажут, у нас белые каркасы. А вы говорите, а мне нужен черный каркас, дайте мне скидку $100 с квадрата. И вам обязательно ее сделают. Мам, привет! Знакомься, это Ирина Алексеевна, моя мама. Квартира покупалась для нее. Самое важное, что мы с дизайнером оказались очень схожих вкусов. И это облегчило задачу. Сколько времени заняло? Недели 3. Ну, условно, до месяца. Что интересно, как раз по поводу дизайн-проекта, это единственный был статья затрат, из которой мы не вылезли из бюджета. Как вот сказали, стоит столько-то, стоило столько-то. Главное, что эта квартира полностью отвечает моим запросам. А какие у тебя были запросы, расскажи. Чтобы была отдельная спальня, чтобы было много воздуха в гостиной-кухне, чтобы просторная ванна была, и именно ванна была в ванной комнате. Гардеробная, ну, хотелось бы побольше, но я думаю, это только во благо, что она будет меньше. Не буду барахлом забивать ничего. Да нет, там много шкафов у тебя получилось, там много есть чего забить помимо гардеробной. Все равно эта квартира отражает меня. Супер.
Ну что, друзья, я приглашаю вас на рум-тур, мы посмотрим всю квартиру целиком, какие здесь комнаты и зоны предусмотрены, а потом углубимся в детали, изучим технику, все секции хранения. Начнем сразу со входа. Здесь нас встречает просторная гардеробная комната, которая, кстати, изначально была задумана как санузел, но мы приняли совершенно другое решение и превратили ее вот в такую роскошную гардеробную комнату. Здесь уже стоят как раз пакеты с новыми вещами, с предметами интерьера и декора будущей хозяйки. Она сейчас в отъезде, но когда она вернется, она, конечно же, все это расставит и будет вообще потрясающая красота. Зонировано потрясающе. Здесь огромное количество полок для хранения вещей, для хранения текстиля домашнего. То есть, в принципе, все, что касается вот каких-то домашних вещей, все можно уместить сюда. Но это уже хозяйка квартиры разберется, что и как ей хранить. И вот здесь же сделаны специальные секции для того, чтобы поставить сюда можно было гладильную доску, швабру, вот эти вот нюансы я очень люблю. Часто я это повторяю, что то, что мы храним обычно за шторами в маленьких квартирах, можно удачно вписать вот в такую гардеробную комнату. В коридоре принято дизайнерское решение повесить большое зеркало настенное для того, чтобы оно расширяло пространство. И хотя коридор сам по себе не узкий, но зеркало, конечно, добавляет здесь воздуха определенным образом. Ну и здесь еще вот такая приятная полка с ящиками для хранения всяких мелочей, расчесочек, косметики. Из коридора мы сразу попадаем в большое объединенное пространство. Это кухня-гостиная. И здесь, конечно, тоже выполнено зонирование, довольно удачное, на мой взгляд. Я сама люблю такие варианты, когда зона кухни начинается прямо за диваном. У нас, кстати, было в одной из квартир, в которой мы жили с Антоном, вот было такое решение. Мне очень нравилось. Вот так же у нас стояла консоль за диваном, и начиналась кухня, вытянутая вдоль стены. Пойдемте, я покажу кухню, более подробно, детально остановимся на ней. Вообще, что здесь происходит, для чего вот это все сделано. Зона кухни вытянута вдоль одной стены. Здесь, в общем-то, сразу мы можем понять, что вся техника у нас встроена в этот шкаф. Здесь печь СВЧ, духовой шкаф. Здесь же холодильник встроенный, обязательно, как же без него. Морозильная камера. Ну и, в общем-то, здесь у нас сразу идет уже мойка, варочная поверхность, поверхность для готовки и, в общем-то, сама плита. В целом, я бы сказала, что кухня не очень большая, с одной стороны, с другой стороны, в ней очень много всяческих секций для хранения, очень много шкафов, которые позволяют разместить здесь и посуду, и какую-то кухонную утварь, и специи, и всевозможные вещи, которые необходимы. И, что важно, здесь вынесена отдельная большая консоль вот на эту сторону, которая несет в себе также функции и хранения, и функцию некой барной стойки, кофейного столика, давайте так это назовем. Дизайнер предложила прекрасное решение на длину всего дивана, такой же остров, за которым я буду сидеть и смотреть телевизор, пить кофе по утрам, и при этом у меня будет прекрасная перспектива. То есть настолько просторная зона получилась, наполненная воздухом, светом. Но светом благодаря тебе, что ты нашел такую прекрасную квартиру. И здесь в этой консоли предусмотрены еще дополнительные ящики для хранения. То есть на самом деле пространства для хранения в кухне очень и очень много. За спиной у меня стена, а за этой стеной угадайте что. Сейчас вы обязательно это поймете и увидите, но пока обратим внимание, как эта стена была декорирована, какое решение здесь было принято. Поставили яркий такой акцент цветовой, это синий комод, и над ним вот такое оригинальное абстрактное панно. Мне кажется, очень стильно получилось, здорово. Здесь можно сверху тоже поставить какие-то предметы декора при желании. Ну а так в целом это тоже функциональный комод с ящиками для хранения. Наверное, если бы не вот эта ручка на двери, то, в общем-то, ничего бы эту дверь и не выдала. Однако это действительно дверь скрытого монтажа, очень модное, стильное, современное решение, которое мы тоже захотели применить здесь, в этой квартире. А за этой стеной, та-дам, просторный санузел. Пойдемте внутрь посмотрим, как там все реализовано. Санузел — это важно. Очень, очень. А особенно это важно, когда он вот такого грандиозного размера, когда он в таких потрясающих тонах исполнен, когда здесь столько освещения, ну просто какая-то отдельная праздничная комната. В санузле у нас ванна, и это было не только по желаниям хозяйки, нашей мамы. Это, в принципе, то решение, которое редко встретишь в Батуми. И я в каждом видео практически об этом говорю, особенно если мы его встречаем, я прям ликую и обращаю внимание на это наших зрителей.
Напишите в комментариях, кстати, что вы предпочитаете, вы на чьей стороне, вы за душевую кабину или вы за ванну. Я лично за ванну, в общем-то, наверное, уже просто жизненный опыт мне подсказывает, что это гораздо удобнее в эксплуатации и гораздо приятнее в эксплуатации с точки зрения того, что вы можете полежать, расслабиться, какие-то процедуры здесь сделать. Ну, в общем, даже, кстати, мой папа фанат ванных. Вот это любопытно. Что еще здесь? Что у нас поместилось в этой комнате? Ну, понятно, что здесь есть унитаз, грубо говорить, да, наверное? Очень грубое слово, я даже не знаю. У меня, конечно, более культурное приходит сразу. Фарфоровый трон. Это не грубо? Такая метафора никому не режет слух. Всем понятно назначение этого предмета, который вы видите здесь, а над ним здесь на стене разместилось большое количество шкафчиков, вот таких вот узеньких, не очень глубоких, но тем не менее полочек для хранения всякой всячины. Вот здесь целая история у нас для хранения тоже поместилась, и полки, и ящики. И все очень эргономично, все очень красиво, стильное сочетание цветов. Ну и понятно, что раковина очень большая тоже. Я люблю, когда в раковине, хотела сказать, можно поместиться целиком. Что я говорю вообще? Чем больше воды, тем лучше, мы уже поняли. Да чем больше места, тем лучше на самом деле. Вот это ключевое, что здесь еще много воздуха и пространства вокруг раковины. Я тоже вот это люблю, когда мы как-то не притеснены вот в этом пространстве, а у нас все-таки много какого-то воздуха. Здесь выведены розетки для того, чтобы можно было подключить фен, какие-то электроприборы. И, конечно же, огромное количество клавиш выключателей, которые вы видите, они отвечают за свет в этой комнате, которого здесь реально огромное количество всевозможных уровней, вариантов решений и так далее. То есть, в общем, на любой, вот я могу даже здесь пощелкать клавишами, чтобы было понятно, что от чего включается. Есть общий свет, есть подсветка на полочке, есть подсветки на зеркале, которые, кстати, заслуживают отдельной истории. Друзья, запомните эти светильники в том виде, как они есть сейчас, потому что буквально сегодня после нас придут монтажники для того, чтобы всю эту историю что сделать? Правильно, сломать. Бра висят на уровне, а должны висеть, ну, это же для того, чтобы зубы чистить и не краситься в зеркало. Они висят вот так, что они подсвечивают? Грудь? То есть суть в том, что они за свой счет это все переделают, поскольку есть технадзор. Конечно, и у нас есть, да, технадзор, который за этим все следит. И если будет какое-то отклонение, будет галочка, и они за свой счет все переделывают. Я вот ощутил, что именно в этой ванной комнате действительно можно сказать, что это комната квадратная. Абсолютно, я с тобой согласна. Вообще, конечно, санузел, вот мой папа, кстати, был когда на экскурсии, мы вообще с ним разговаривали, он говорит, я всегда в квартирах больше какое-то предпочтение и внимание уделяю подсобным комнатам, даже не гостиной там и спальне, а именно ванной, санузел, да, и какие-то комнаты хранения, типа гардеробных, там, кладовок и так далее. То есть вот это действительно очень важные комнаты в квартире. И когда это не какие-то стесненные условия, да, где мы там фактически из двери сталкиваемся уже с противоположной стеной, или там, понятно, что ситуации бывают разные, но здесь это целая комната, и это очень приятно. Это совершенно другое самоощущение, это другое понимание пространства, ну, не знаю, чистое удовольствие. Что спрятано в этом шкафу, вы сейчас сами увидите. Это два больших агрегата, один из которых стиральная машина, второй сушильная машина. Это то, к чему привыкла наша мама, и мы решили такое же решение воплотить здесь, в этой квартире, для удобства, для эргономики, для комфорта. Вот два таких аппарата поставили и спрятали здесь в шкафу. Не на кухне, не в коридоре, не на балконе, а именно здесь, в этой комнате, в ванной комнате, как раз все здесь удачно и разместилось. Дополнительное внимание я бы здесь уделила, конечно же, вот этим элементам. Мы всегда, в принципе, в наших квартирах и в наших рекомендациях, и в своем собственном жилье всегда выбираем немецких марок, это Грой и Хансгрой, потому что есть элементы, на которых просто нельзя экономить в квартире, на самом деле, неважно, делаете вы для сдачи в аренду или для себя,
эти вещи прослужат вам долго, верой и правдой, вам не придется или вашим арендаторам ничего менять в течение многих-многих лет. Ну, я уже сказал немножко, что ремонт был завершен не в оговоренные сроки. Как ты считаешь, было нормальное финансирование, ты была здесь, всегда все контролировала, но вот сроки сдвинулись, да, и сдвинулись там буквально, ну, не на неделю-две, а на пару месяцев. С чем ты это связываешь? Ну, во-первых, с объяснимыми причинами. У меня мебель вся была на заказ, и мы не могли ее заказать до того, как не будут выведены нулевые какие-то, как это называется, отметки пола и потолка, чтобы знать наверняка точные размеры заказываемой мебели. И пришлось после достаточно быстрого окончания самого ремонта достаточно длительное время выждать, пока закажем на фабрике необходимые размеры для моей мебели. Как ты считаешь, вот люди, которые смотрят это видео, вот по поводу дизайна, можешь ли ты рекомендовать людям пользоваться дизайн-проектом перед ремонтом? Однозначно нужно обязательно пользоваться дизайн-проектом. Это такой путеводитель даже для самого хозяина. Но жаль, что для бригады не всегда это было путеводителем. Я понимаю, да. Они часто переделывали что-то. Это да, это связано с тем, что да, вы нарисовали с дизайнером, все утвердили, все хорошо, а ребята, которые на месте выполняют работы, не всегда заглядывают в этот путеводитель, а действуют по наитию, и потом приходится переделывать. Да. Вот, я помню еще, с чем сложности были с кондиционером, я помню, у тебя были сложности, что повесили, там, планировали в одной стороне, потом он не вошел, потом пришлось вешать другой, и сейчас там, ну, есть нюансы, скажем так. Все решаемо, но тем не менее нюансы были. Я с вами полностью согласен, мам, я считаю, это вообще требование сейчас в 21 веке, тем более, когда люди делают ремонт удаленно. Представь, многие, это ты была еще здесь, в Батуми, делала ремонт, а представь, многие люди здесь не присутствуют, живут, например, там, не знаю, где-то в Москве условно, а здесь бригада делает ремонт. Вообще, я считаю, что без дизайн-проекта делать ремонт, тем более удаленно, это просто будет сумасшедший дом. Очень сложно. Ну что, мы попали с вами в зону гостиной. Она не очень большая, но в целом здесь тоже достаточно пространства, места и воздуха. И опять же, эта зона очень функциональная, потому что прямо здесь за диваном, вот в этой самой консоли, о которой мы говорили на кухне, здесь тоже сделаны дополнительные полочки, и здесь выведены розетки для того, чтобы, сидя на диване, можно было подключить к зарядке мобильный телефон, планшет, ну, в общем, какие-то такие мелочи, которые, если они продуманы, они создают дополнительный комфорт для вашей жизни в квартире. Диван не очень большой, в принципе, здесь с комфортом поместится 3 человека, ну а для жизни одного человека в этой квартире, тем более, он достаточного размера, эргономичный, приятного дизайна, приятной расцветки. Дизайнер оказалась еще и психологом. Когда я говорила, давайте диван там раскладывающийся в гостиной поставим, она мне говорила, это же ваша квартира. Почему вы думаете о ком-то? К вам приедет гость, и надо его там положить. Правильно. Снимите рядом снимите квартиру или номер в любом отеле. Да. И пусть живут. Согласен, тем более... Делайте, как вам хочется. Супер, мам. Окей, давайте посмотрим, что у нас происходит в зоне телевизора. Ну что, в целом здесь практически каждая панель, которая выглядит снаружи с первого взгляда глухой, все это открывается и создает места для хранения. Даже вот эта панель за телевизором, она тоже открывается, но я бы не хотела ее сейчас показывать. Загадочно, как она открывается, если там телевизор висит. Нет, а телевизор отъезжает на вот этой всей штуке, то есть, да, я могу, конечно, весь этот экшен задать, но что-то мне не хочется, честно говоря. Окей. В общем, друзья, поверьте на слово, вот эти все панели тоже открываются, предоставляют доступ как раз-таки к розеткам, к которым подключается телевизор. Ну и, в общем-то, там такое потайное хранение тоже можно организовать за телевизором. Нижние полки и ящики, здесь тоже дополнительная полка с подсветкой. В ней должен еще у нас появиться декор из камней, из гладкой гальки, которые полнятся пляжи Батуми. Ну, понятно, что речь идет о декоративных камушках, и здесь возникнут еще, конечно, вазы, всевозможные книги, какие-то, в общем, приятные мелочи нашей хозяйки. Очень много воздуха еще вот за счет зеркал. Да, в целом, на самом деле, зеркала здесь играют в дизайне интерьера большое значение, потому что они задают дополнительное пространство, несмотря на то, что в целом эта комната и так
довольно-таки просторная, тем не менее, вот это зеркало, в котором отражается окно, за счет этого здесь появляется дополнительный свет, ну и опять же, здесь вполне можно было сделать обычную крашеную вот в один тон стену, но тем не менее решили так зонировать, как-то выделить отдельно зону вот этой всей секции. Столовая зона — это вообще отдельная история, о ней хочу прям подробно, детально рассказать. Дело в том, что место, в котором мы находимся, изначально было балконом. В этой квартире был довольно большой балкон, но фактически он не очень функциональный, поэтому было принято решение убрать часть балкона, сделать вот эту нишу, за счет чего выиграть пространство для столовой зоны, что, в общем-то, мы и сделали в конечном итоге. На месте стены мы сделали большое окно, практически до самого пола, с тем небольшим зазором, чтобы внизу можно было разместить батарею. За счет этого получили дополнительный источник света, то самое окно, которое у нас отражается в зеркале в гостиной, и вот такую нишу для размещения обеденного стола. В сложенном виде этот стол на 6 человек, но он может раскладываться и фактически до 10 человек вместить запросто. Про освещение мы ничего не сказали, да? Вот здесь тоже отдельного внимания заслуживает освещение, потому что фактически каждый ключевой узел в этой объединенной кухне-гостиной имеет свою собственную индивидуальную подсветку. Вот, например, здесь в столовой зоне вот такие оригинальные декоративные светильники, над консолью в кухне еще целый ряд очень стильных, на мой взгляд, хромированных светильников, ну и обязательно точечное освещение над зоной телевизора, над комодом в коридоре. Ну, в общем, света здесь действительно очень много, и я лично такие решения просто обожаю. А вот когда первый раз зашли, когда вот был этот черно-белый каркас, сложно было вообразить, во что это превратится? На самом деле не очень сложно. Ну, во-первых, у меня вообще с пространственным мышлением все отлично, как и у всех в нашей семье. И мы как-то зашли, и сразу стало понятно, что как можно все это видоизменить. Во-первых, мы сразу говорили, что нам не нужна здесь вторая спальня, что здесь нужно освобождать пространство и делать только одну спальню. Практически сразу стало понятно, куда эту спальню убирать, в какую зону уносить, поэтому она оказалась как раз там, где она есть сейчас. И вот эта идея с тем, чтобы разместить кухню на одной линии с коридором, она тоже сформировалась, в общем-то, сразу. Поэтому, в принципе, вот это всю расстановку мебели как-то, ну, это, знаете, есть люди, которые приходят в магазин, видят кусок ткани и сразу понимают, какое изделие из него получится. Какие бы советы ты могла дать для людей, которые планируют ремонт делать в Грузии, там, в частности в Батуми, исходя из своего текущего опыта? Делайте все так, как хочется именно вам. Потому что сейчас, в этом веке, можно сделать все, исполнить любые хотелки, главное, чтобы были средства. Работники Батуми прекрасные. Я довольна и плиточником, и маляром, и потолки ребята делали, хотя бригада получилась совершенно интернациональная. Да. А как выбирать-то их, как находить? Как находить? Обращаться к нам в Georgia Private Investment, и мы сделаем вам вот такой вот ремонт. Даже, мам? Да. Мама приедет сейчас сюда, откроем филиал GPI ремонты, вот, Ирина Алексеевна возглавит его и будет делать всем ремонты. Или ты пока еще от своего не отошла? Вообще, вот, кстати, действительно интересное решение. Я бы, наверное, с двери начала. Вот здесь же можно было просто вписать в стену какое-то такое дверное полотно классическое, может быть, даже скрытое, но тогда мы бы получили большой такой кусок глухой стены, нефункциональный, не очень интересный с точки зрения дизайна, поэтому было принято вот такое решение поставить здесь большую дверь, распашную, с вот такими элементами, со стеклянными вставками. По-моему, получилось очень стильно, здорово, и сама по себе эта часть играет как элемент дизайна и декора. А здесь широкий проем, прям можно теперь всегда только в таких квартирах снимать? Ну, я думаю, что если наши зрители, подписчики и наши будущие клиенты влюбятся в эту квартиру, в этот интерьер, прочувствуют наш подход к качеству исполнения, то, конечно же, у нас таких квартир будет больше. Друзья, не забывайте обращаться в компанию Georgia Private Investment не только за покупкой недвижимости, но и за ремонтом. И не бойтесь белых и черных каркасов, вот в такую красоту мы можем превратить любую квартиру. Тем временем мы в спальне, друзья. По этой комнате тоже хочется сказать отдельные нюансы, обратить ваше внимание. Значит, с точки зрения конфигурации, эта комната практически квадратная, но есть нюансы. Вот эта несущая колонна, так же, как вот эта на входе. Поэтому пришлось
зонировать эту комнату так, чтобы каким-то образом еще вписать сюда шкафы, потому что мы привыкли, да, что все-таки в спальне у нас есть плательный шкаф, куда можно повесить какие-то свои, ну, там, элементарно пеньюары и прочие вещи, и при этом каким-то образом это пространство здесь нужно было организовать, куда-то поставить кровать, куда-то поставить еще что-то, и вот такое интересное решение у нас получилось. Итак, для рационального использования пространства здесь было принято решение вписать кровать в, собственно говоря, шкафы вокруг, да, то есть вот это все, вся вот эта секция тоже, как и вся, кстати, мебель здесь в квартире, выполнена на заказ. Вот такая история получилась. Справа и слева 2 шкафа с рейлами. Вот это все тоже секции хранения. Здесь тоже можно разместить текстиль, какие-то вещи, может быть, даже книги. Но и вы можете обратить внимание, что здесь нет прикроватных тумбочек, но в целом практика показывает, что это не обязательная ситуация. То есть не бойтесь истории, когда у вас нет прикроватной тумбочки, потому что в целом на большой кровати хватит места для того, чтобы положить книжку или компьютер перед сном, но даже на крайний случай в этой квартире, тоже в этой комнате есть для этого решение, потому что в ней есть не только кровать с шкафами, но еще и комод под телевизор и секретер для косметики. Вот такой будуар, да, организовали, здесь можно посидеть, накраситься, привести себя в порядок, полюбоваться еще и видом на закат или, может быть, на рассвет. Это тумба для телевизора, она же, естественно, несет дополнительный функционал для хранения в обязательном порядке. Позади нее прямо в полу встроены все необходимые розетки для подключения телевизора, приставки, ну вот, в общем, еще каких-то дополнительных элементов. Кстати говоря, вот обратите внимание, вообще здесь с розетками тоже все здорово решено, потому что их большое количество, они практически на каждом углу, для того, чтобы вот находиться действительно под рукой. Даже возле кровати с обеих сторон выполнены прямо в шкафах по 2 розетки, и там же сделаны проходные выключатели, которые позволяют уже лежа в кровати выключить весь свет и отойти ко сну. Да, кстати, вот можно обратить внимание, вот это дополнительный, да, источник для чтения. Мы включали, кстати, вечером, когда уже на улице было темно. Ну, потрясающе. Интересное решение. Вот такая, то есть не точечный, да, для почитать, вот прям, который вот так выгибается, подгибается к книге, а вот такой сверху, очень лаконичный, стильный, не бросается в глаза. Ну, прям супер, мне тоже очень нравится. Здесь, кстати, была, да, пустая стена. Вообще решали, куда же повесить картину. Сейчас я свет основной включу. Думали разместить ее в гостиной, в столовой зоне, но, видимо, потом уже Наташа с мамой Ирой где-то в диалоге договорились, что лучшее место ей будет здесь. Я в целом соглашусь. Она, получается, неплохо подсвечивается этими светильниками. Да, абсолютно верно. Как будто специально для нее эти светильники здесь и были выведены. Вообще, по свету, конечно, очень разнообразное решение и очень много комбинаций, которые можно. Да, да. Угу. Никогда не надоест, можно разные акценты расставлять под разные случаи. Совершенно верно. Я, кстати, вообще люблю вот этот точечный, направленный свет. Кстати, вы замечали, насколько по-разному может смотреться текстиль, постельное белье, я имею в виду, когда вы в магазине стоите, да, и у вас так все красиво расстелено, и оно такими переливами играет, что ну просто смотришь и думаешь, господи боже, из каких дворцов это было вообще здесь постелено. А когда приносишь домой, все это очарование куда-то блекнет, меркнет, и уже кажется не так красиво, и думаешь, ну как же так, почему так происходит? И вот я однажды для себя нашла ответ на этот вопрос, да ровно потому, что в магазине правильное освещение выведено, точечное, которое подсвечивает нужные акценты на вашей будущей кровати, да, а вот приходя домой, вы сталкиваетесь совершенно с другим освещением. Но здесь эта проблема решена, здесь все будет смотреться исключительно здорово. О чем мы не поговорили еще, это система отопления и кондиционирования, какое решение здесь было применено. Ну, в общем-то, мы, посовещавшись, решили, что здесь будет достаточно батарей, потому что квартира, с одной стороны, просторная, и можно было в целом сделать теплые полы, каким-то образом зонировать, но мы посчитали экономически и посмотрели отзывы по этому дому, что здесь, в общем-то, люди не мерзнут зимой, поэтому было принято решение сделать классические навесные батареи. Я хочу заметить, что даже сейчас мы находимся здесь в квартире, и реально здесь очень тепло, то есть никакой сырости, влажности не чувствуется, хотя квартира практически только что после ремонта, но здесь очень комфортно, и вот только, наверное, свежего воздуха еще не хватает, но это можно решить легко за счет проветривания. Кондиционирование обязательно. Мы сделали здесь 2 кондиционера. Один решает вопрос охлаждения в большой комнате, вот в этой самой объединенной кухне-гостиной.
и по практике его действительно хватает, такого большого блока хватит для того, чтобы это пространство охладить. И небольшой, маленький совсем кондиционер повесили в спальне, уже из опыта исходя, решили как-то разделить все-таки эту ситуацию на случай, если нужно будет отдельно охладить именно спальню, закрыв здесь, может быть, двери, вот решили развести эти комнаты между собой. Если вы считаете, что одного кондиционера вам хватит на всю квартиру, друзья, подумайте дважды, просто из опыта уже мы с этим столкнулись и поняли, что нет, спальню лучше делать отдельно. Здесь классическая система отопления, это газ, то есть этот дом газифицированный, газовый котел висит у нас на балконе, так же, как и блок кондиционера, горячая вода и отопление здесь подаются от газового котла. Какие-то вещи реально понимаешь уже, когда ремонт заканчивается. Увы и ах, никто от этого не застрахован. Конечно, можно максимально все просчитать на старте, и нужно так делать, но все-таки нюансы остаются. Вот, например, вот эта дверь в спальню, она, в общем-то, сейчас я понимаю, что ее, наверное, стоило бы сделать раздвижной, тем более, что пространство некоторым образом позволяло, да, одну, допустим, заглушить, а вторую дать ей возможность раздвигаться. Тогда она бы закрывалась без всяческих проблем, а сейчас она цепляется у нас за обеденную зону. Вот такой есть нюанс. Но в целом, учитывая, что жить здесь будет наша мама одна, самостоятельно, то я думаю, что особых для нее это неудобств не доставит, потому что в целом дверь в спальню будет открыта всегда. Ну а когда придут гости, ее можно будет легко закрыть, чтобы изолировать эту зону от посторонних глаз. Друзья, ремонт, конечно, дело непростое, и если вы участвуете в нем самостоятельно, то, наверное, здесь можно оставить несколько миллионов нервных клеток, но в целом я что могу рекомендовать? Первое, делегируйте, отдайте это все специально обученным людям, которые будут заниматься этими вопросами за вас, а второе, относитесь проще, просто не придавайте такого значения. Я сейчас, ну, чтобы тоже в меня тут камни не полетели, потому что я понимаю, что здесь каждый квадратный сантиметр стоит не только нервов, но и денег, и, конечно, нельзя быть равнодушным к этому процессу, да, вы обязательно будете вовлечены так или иначе, но все-таки старайтесь сберечь, потому что ваше здоровье превыше всякого ремонта и затрат на него. Мама у нас, конечно, понервничала знатно, да, это правда, как-то она очень переживала за все здесь происходящее, и понятно почему. У нас с Антоном, например, не было такого пикового момента, когда нам хотелось все бросить там или что-то уже сказать, да все, уже давай продадим эту квартиру, нет, такого, конечно, не было. Ну, мама поволновалась, но я надеюсь, что она и отдохнула тоже славно за лето здесь, поэтому скомпенсировалось как-то все. Ты много ремонтов всяких сделала. Как вот твой опыт в грузинском ремонте? Ты довольна результатом? Ну, почти на 100%. На 99%. Ну просто потому Да. что, когда заедешь, я думаю, ты полностью да, сможешь вкусить все радости. Я, наверное, еще хочу сказать такое лично про себя, вот это важный момент. Вот на самом деле я очень люблю делать ремонт. Я когда делала ремонт в квартире в статусе, я получила колоссальное удовольствие вообще от всего процесса. Поэтому, мне кажется, тут еще многое зависит вот именно от человека, да, если вам нравится быть в это вовлеченным и тратить на это силы, нервы и время, то, пожалуйста, конечно, если вы кайфуете от каждого этапа, от взаимодействия, в том числе там с застройщиками, с дизайнерами, с магазинами и так далее, то you are welcome, вы можете делать все самостоятельно. А если вы понимаете, что для вас это сложно, то лучше отдайте профессионалам и забудьте обо всех сложностях, связанных с этим. Итак, друзья, вы увидели, по моему мнению, лучшую квартиру в Батуми. Я таких квартир не видел. На самом деле, мы в агентстве GPI испытываем острую необходимость. У нас нет объектов на продажу. Моя личная рекомендация: покупайте сегодня квартиры в готовых домах под ремонт, делайте там хороший, качественный ремонт, и потом вы продадите эту квартиру с большой прибылью. Потому что вот сегодня у нас очень много запросов. Стандартный запрос: у меня $100 000, я хочу квартиру с отдельной спальней площадью 50 квадратов. Вот это самый сегодня ходовой товар. У нас нечего ответить. У нас в базе таких квартир там можно по пальцам одной руки пересчитать, они все улетают как пирожки. Поэтому что могу сказать, что в этой квартире было? Квартира в 67 квадратных метров, мы планировали сделать ремонт, вложиться там в $40 000. Так, квартиру мы делали для себя, для мамы даже не для себя, и ни в чем себе не отказывали. Моя мама себе ничего не отказывала. Ремонт получился у нас ровно $1000 за квадрат, то есть ремонт обошелся в $67 000. Но я знаю, что мы можем сделать такой же ремонт вам
А если эта квартира будет для аренды, а не для проживания, именно инвестиционная квартира, да, или для перепродажи, вот, можно сделать там такого же качества ремонт, то есть на работах не экономить. Хорошие, правда, лучшие мастера были по мебели, по плитке, по потолочные там ребята, там все были просто, мама тоже сказала, только что отзыв записывали, что ей очень понравилось взаимодействовать именно с мастерами. Просто ходят такие слухи, это правда было еще 5 лет назад, что в Батуми нет мастеров, что они все пропадают, что они обманывают, плохо делают, все некачественно. На самом деле нет, на самом деле есть мастера, кто делает. Так вот, за счет чего можно достигнуть экономии? Первое, стоит обращаться, конечно, в нашу компанию. Мы знаем всех, мы знаем, где дешевле купить, мы знаем, где скидки, мы обязательно вам поможем. Значит, как можно сделать, то есть я сегодня оффер в видео, я предлагаю, кто хочет купить, сделать ремонт квартиры под аренду или под перепродажу. Мы готовы заключать контракты сегодня примерно там $700-750 за метр квадратный. И это будет то, что вы сейчас видели в этом видео, только будет техника не Bosch, она будет там Beko, например. У вас в этой квартире есть и стиральная машинка, и сушилка, там сушилки не будет, она не нужна в квартире для аренды. Да? Телевизор будет не Samsung, а будет тоже подешевле. Шторы будут стоить не $2000, мы выберем материалы попроще, но будут выглядеть то же самое. Соответственно, за счет того, что мы знаем, где можно сэкономить, вот, мы можем вам предлагать ремонт стоимостью $750 за квадратный метр. Если вам интересно предложение, вы хотите сделать в своей квартире ремонт, или вы знаете, кто хочет делать ремонт, или вы просто планируете приобрести квартиру в Батуми для перепродажи, для аренды или для своего проживания, тогда я рекомендую вам обращаться в компанию Georgia Private Investment. У нас очень много квартир в готовых домах, но без ремонта. Мы поможем вам купить квартиру, а также поможем вам сделать ремонт, и в том числе удаленно. Я, как всегда, призываю вас подписаться на все наши каналы, на наш телеграм-канал, на наш YouTube-канал, наш Инстаграм и Фейсбук, для того, чтобы не пропустить самые интересные обзоры, разборы, новости рынка недвижимости и, конечно же, вот такие классные, интересные ремонты. Рекомендуйте нас друзьям, приезжайте в Батуми и, как всегда, до встречи в Грузии.